Вот сейчас будут борты ставить. А перед тем, как смонтировать борт, я отбиваю уголочек тут. Оп. Для того, чтобы он вплотную становился ко второму борту. Потому что если его не отбить, то бетон мешает нам состыковаться. Ну и получается, надо постоянно вынимать, ставить, вынимать, ставить, а так хоп, и состыковали. Все равно он похоронится где-то посюда замком, ничего не видно, а задачку нам упростит. Вот я сейчас без проблем подсунул борт вплотную, и бетон не помешал мне. А так бы надо было еще поднять, там что-то подубрать. Тут у нас на пути труба, надо ее как-то обойти. Ну, буду вырезать в бортике дырку. Ну не дырку, а просто такой буквой П вставлю. Сейчас начинается размер. Тут у нас получается слишком тонкая полоска, я ее сразу лучше пополам поделю, потому что она 100% треснет. Я сначала, получается, угол выставил, а потом этот кусочек напоследок оставил. Потому что если сразу гнать до угла, то потом угол я с первого раза нормально не запилю и буду двигать туда-сюда, и получается будет зазорчик какой-то. То есть лучше сразу угол сделать, ну и там, а уже посередине где-нибудь или ну, где угодно, потом можно кусочек ставить, его легче ставить. Потому что если угол напоследок оставить, будет сбиваться. Борты я установил, сейчас буду делать замок. Они не влево-вправо не двигали. Для этого нам надо будет доска. Делаем типа опалу. Сейчас сюда внутрь закидаем бетон. До половины борта. Подровняем, чтобы было красиво. И обязательно уплотняем. Это как вибратор. Все, достаем эту досочку. Переставляем дальше. Ну и так по всей длине и с двух сторон делаем. И будет у нас замочек. Но есть еще, можно так не делать, доску не ставить. Вот тут, в таком месте, вот мы выкопали траншею, получается, тут доску не надо ставить. Просто можно бетон накидать и трамбовать. Тут упрощается задача. В конце надо пройти водичкой. Ну, не обязательно слава, можно ведром. Во-первых, смыть лишний цемент, который на бортах, чтобы он не оставлял следы. А во-вторых, промочить обойму, чтобы она лучше застывала, чтобы не высыхала раньше времени. Потому что жара такая стоит. Ну только не перебарщивайте, вы можете размыть обойму. Ну вот спустя сутки у нас тут эта вот обойма уже застыла. Ну, получается, она еще не полностью прочность, конечно, набрала.
Но уже можно работать, по крайней мере плитку уже, если рядышком трамбовать, то уже борты не поуходят и можно работать.